Что это за мероприятие? Ну, здесь какой-то фестиваль, называется Идолайф. Понятно. А вы здесь случайно оказались? Я местная жительница, можно сказать. Еду на дачу. Просто совершенно случайно я решила в какой-то веке подъехать к воде. Но я еще не был внутри, вот сейчас хочу зайти. Может быть, вместе зайдем, вы не хотите? Ну, можно, конечно. Или вы боитесь? Нет, я-то не боюсь. Мне вообще нравится этот особняк. Красивая архитектура. Здравствуйте. Нет, честно говоря, я нигде не была. Я мимо проезжала и увидела какое-то интересное мероприятие. Как вас зовут? Ольга. Сегодня праздник открыт для всех. Вы можете увидеть здесь совершенно разных людей, которые практикуют такой чистый духовный образ жизни. Все дома. Дома? Все дома. Maybe a quarter of our life is spent in sleeping, a quarter eating and other bodily functions, a quarter working. That's 3. There's very little opportunity for spiritual culture. Вот они, звездочку наклеили. Есть люди, которые занимаются искусством. Доставляет огромную радость. Да, блаженство. У нас сферический кинотеатр, музыкальная площадка, йоги, которые занимаются физическим самосовершенством. Ну, мне нравится ощущение после занятий. Растянутые мышцы, приятные ощущения во всем теле. А в чем самое главное? Спокойствие ума. Есть люди, которые очень любят кушать. И самая главная часть ведической культуры – это прасад. Вообще освященная пища, благостная пища, которая несет радость сердцу и всем окружающим. Это часть любого праздника. Пожалуйста, что вы делаете? Мы режем картошку. А зачем? Как зачем? Чтобы Господа накормить. Чтобы люди покушали. Они хотят есть. Пожалуйста. А ты ешь мясо? Ну, вообще, да. Я не веган. Удивительно. Пшеничный белок, но вон, даже на вид особо не отличишь. Да. Колбаса как колбаса. Увидимся еще. Да, увидимся. Спасибо. Судя по атмосфере, можно сказать, что не просто какой-то праздник, а праздник, в котором участвуют разные совершенно люди. Привет, земляне. Люди действительно очень открытые, и тем более они все собраны в одном месте. Они какие-то, не знаю, светящиеся. И они добрые, и они улыбчивые. Я еще не такая. Ну, хочу быть такой, в этом пришла, да. У вас йога, не йога, вегетарианство? По какой вы теме вообще? Веган по ведам. А я просто так. Ну а по стопам подружки не хотите пойти? Она вам не пропагандирует здоровое питание? Ну, нету такого прямо пропаганды. Ну, нет. Как бы я посмотрела, да, мне понравилось, и я ушла. Тут нету такой, тут все-таки не сектантство. Я здесь абсолютно этого не чувствую. Даже вот мы были в церемонном зале. У меня был такой момент неловкости, но тем не менее все равно я, в принципе, ощущала комфортно. Конечно, главная часть нашего ведического праздника – это храм Кришны. И, собственно, праздник посвящен его дню рождения.
Хотя Господь в Ведах описан как нерожденный. Но для того, чтобы дать счастье своим преданным, Он время от времени рождается в каждой вселенной, проводит удивительные игры и исчезает обратно в духовный мир. Пришла покормить нашего Кришну. Даже боги с небес спускают. Посмотрели. Ведать — это по-русски же ведать — это знать. Поэтому веда лайф — это жизнь познания. Для чего нам дана жизнь? Если бы жизнь дала для того, чтобы мы мучились, был бы огромный концлагерь. А если бы жизнь дана для того, чтобы мы наслаждались, был бы большой такой Диснейленд. Оказывается, жизнь не дана нам не для страданий и не для наслаждений. Она дана для познания. Заглянула в рот Кришне. Она вдруг увидела не розовое небо и звезды, а целую вселенную. Вот и встретили. Ну что, как тут? Здорово, я уже побывала на лекции. Ну, в общем, основная мысль заключается в том, что как раз-таки ведическая философия учит нас универсалиям, которые характерны для всех, для культур всех народов. Back to the heart-to-heart transmission of Krishna consciousness. В первую очередь, высшее познание — это не только физика, химия и математика, а это познание самого себя как души и своей связи с космосом, со Вселенной. В общем, все довольно интересно. Очень нравится. Вау! Как-то в интернете просто нашли объявление, друзья поехали. Мы тоже. Шел по берегу и увидел фестиваль. А потом оказалось, что обратно возвращаться уже нет никакого смысла. Но мы рады, что все люди, которые сюда пришли, они пришли разделить такую радость общую, день рождения Кришны, Джанмаштми. Возможно, я вообще христианин православный. Ну, это же я здорово. не кришнаит, упаси Господь. У нас совершенно без разницы, кто они, христиане, мусульмане. Господь, Он един для всех. If he liberates his enemies, you have some interaction with him, the end result is you're liberated, then what to speak if you approach him with some love and affection? Поэтому милость выше, чем справедливость. И вот это главный духовный принцип. Мир любви и гармонии, мир прощения, мир отсутствия сравнений, кто хороший, кто плохой, кто умный, кто глупый. Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamana. Поэтому мы все стремимся туда, где нас будут оценивать не по справедливости, а по состраданию, по любви. Также мы должны пытаться оценивать других людей. Что вообще мешает людям? Что мешает? Ну, у всех есть какие-то шаблоны и, наверное, какое-то непонимание просто мира. Не хватает немного глупости. Разбираться бесполезно, можно просто чувствовать, что ближе и что резонирует. Когда я наблюдала рассвет, и вот солнце, оно просто светило для всех, ну, как бы не выбирая, там, для кого светить, для кого не светить. И точно так же вот эта безусловная любовь Вселенной. Кто-то там кажется нам плохим, кто-то там хорошим, а она просто вот светит для всех.
приятная атмосфера такая. Братская. Мы сегодня весь день помогаем устраивать праздник. Все во славу Господа и ради Махараджа. Харе Кришна. Харе Кришна. А вы братья? Конечно. Все здесь мы Все мы братья, ты тоже наш брат. Ну вот то, что было сейчас, это невероятно. Это киртан. Киртан? Это киртан. Киртан — это совместное воспевание святых имен Господа. Это вообще-то часто происходит, но такого рода воспевание происходит раз в год, в день явления Верховной Личности Бога Шри Кришны. Кто такой Кришна? Бог вездесущий. Центральный в Индии, нет? А здесь не центральный? Ну и здесь тоже решает. Ну раз такое, собрали. И что он делает? Что делает? Танцует и радуется. Он объединяет такое количество разных людей, и рано или поздно, какие бы они ни были странными, к каким бы странным вещам они не стремились, какие бы у них не были вредные привычки и так далее, но рано или поздно у них возникает желание жить духовной жизнью. Actually, for us, Krishna is not possible to understand. Krishna is like a cloud, a dark cloud, but his devotees are like lightning. They shine on this cloud and give us understanding and meaning who Krishna is. Ну что, как дела? Очень хорошо. Я почти стала кришнаитом. Почти стала кришнаитом уже. В Харе Кришне очень много песен. Вообще все построено на молитве, на песне и на сладких шариках. Поэтому мы поем. You know who's dancing in your heart? Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this is Janmashtami. Oh yeah. Мы за здоровый образ жизни, но при этом, в общем-то, умеем тусоваться.
время меняться. Неоднократно замечала, что я вообще на велосипеде много езжу. Нужно всегда слушаться вот своего сердца. Если тебя потянуло куда-то, стоит туда свернуть, обязательно найдешь что-то интересное. Я вот давно уже хотела свернуть на эту вот перпендикулярную дорожку. Что-то меня манило. Сегодня решила все-таки, что надо, наконец-то. И вот попала на очень интересное мероприятие. Сюда еще вернешься? Да, обязательно завтра. Завтра вернешься? Конечно. Каждую субботу у нас день открытых дверей, где мы будем продолжать встречать гостей. Приходите, мы будем рады.